Егор Матвеевич и подумать не мог, что в тот день вернется с базара не с покупками, а с чужой обреченной жизнью на руках. Он пришел туда просто по старой привычке — пройтись между рядами, перекинуться словом с людьми, вспомнить молодость. Уже собирался уходить, когда у самого края площади услышал ехидный смех. «Да кому эта дохлятина нужна? Забирайте хоть даром, все равно до утра не дотянет». Старик остановился и обернулся. Возле покосившейся телеги стоял жеребенок, такой худой и слабый, будто его и правда мог унести первый же порыв ветра. Колени дрожали, шерсть сбилась в грязные клочья, ребра выпирали, но в глазах все еще теплилась живая искра. Егор Матвеевич подошел ближе и тихо спросил: «Почем отдашь?» Хозяин только хмыкнул: «Да что есть, зато и бери. Все равно сдохнет, только место занимает». Старик молча полез в карман, достал последние деньги, которые берег на крупу и лекарства, и протянул их. Через несколько минут он уже нес жеребенка домой, прижимая к себе, словно ребенка. Дома он настелил сено прямо у печи, укрыл находку старым армяком и начал бороться за него так, будто боролся за самого себя. Поил теплым молоком с медом, растирал бока, заваривал травы, ночами вскакивал с постели и вслушивался, дышит или нет. «Только держись, маленький, только не сдавайся», — шептал он в темноте. Прошла неделя, и жеребенок впервые поднялся на ноги. Через месяц уже неуверенно ходил по двору, а еще через время сам тянулся к хозяину и тихо встречал его радостным фырканьем. Тогда старик улыбнулся и сказал: «Будешь бураном». Зима в том году пришла злая, тяжелая, с пронизывающим ветром и сугробами по окна. И вот однажды глубокой ночью в дверь загрохотали так, что дрогнули стены. На пороге стояла соседка вся в снегу и слезах. У нее маленькая дочь задыхалась, а дорогу к фельдшеру замело наглухо. Ни санями, ни пешком не пройти. Егор Матвеевич даже не стал думать. Он натянул тулуп, схватил вожжи и через несколько минут уже выводил бурана во двор. Молодой конь нервно бил копытом, косил глазом на ревущую тьму, но назад не пятился. «Придется, родной», — хрипло сказал старик и повел его прямо в белое безумие. Сначала они еще держались знакомой дороги, но скоро ее не стало. Все исчезло: и колеи, и заборы, и деревья. Кругом была только сплошная снежная пелена, в которой можно было пропасть за один неверный шаг. Ветер бил в лицо так, что невозможно было открыть глаза. Мороз резал кожу, дыхание превращалось в лед. Егор Матвеевич понял, что сбился. Руки онемели, ноги налились свинцом, а в голове застучала страшная мысль, что до рассвета они оба могут не дожить. И вдруг буран резко остановился, втянул воздух, фыркнул и потянул совсем в другую сторону. Старик попытался вернуть его на прежний путь, но конь упрямо стоял на своем. Тогда Егор Матвеевич медленно отпустил вожжи и едва слышно прошептал: «Веди». Буран пошел осторожно, но уверенно, словно видел то, что человеку было не дано разглядеть в этой мертвой белизне. Он обходил скрытые под снегом ямы, сворачивал там, где впереди была бы верная гибель, и шаг за шагом тащил хозяина сквозь бурю. В какой-то момент далеко впереди дрогнул слабый огонек. Они добрались до дома фельдшера. Девочку удалось спасти,
но самое страшное ждало впереди. Когда пришло время возвращаться, силы окончательно покинули старика. Он еще держался в седле, стискивая зубы, но с каждым шагом становился все слабее. Потом пальцы разжались, вожжи выпали, голова бессильно опустилась на грудь. Буран сразу почувствовал беду. Он остановился, тревожно обернулся, толкнул хозяина мордой, тихо позвал его фырканьем, но ответа не было. И тогда молодой конь сделал то, что не всякий человек смог бы. Он подставил бок, не дав старику рухнуть в снег, и сам пошел вперед, медленно, осторожно, почти на ощупь, неся на себе чужую жизнь. Так, шаг за шагом, он вывел их обратно к деревне. Когда добрались до избы, Егор Матвеевич уже почти не подавал признаков жизни и соскользнул прямо в сугроб у ворот. Буран не убежал и не метался. Он остался рядом и заржал так отчаянно и громко, что его услышали соседи. Люди выбежали на крик, подхватили старика, занесли в дом, и кто-то уже мрачно произнес, что поздно. Но один из мужчин наклонился, поднес ладонь к его лицу и вдруг заметил слабое, едва уловимое облачко пара. «Живой!» — закричал он. И началась новая схватка со смертью. Старика растирали снегом и руками, укутывали одеялами, отпаивали горячим настоем. Прошел час, потом другой, и вдруг он слабо застонал. Жизнь вернулась. Когда Егор Матвеевич открыл глаза, первым делом он прошептал: «Где Буран?» Ему ответили: «У крыльца стоит, не ушел». Через несколько дней, еще слабый, с дрожащими руками, он вышел во двор. Буран сразу встрепенулся, тихо фыркнул и осторожно ткнулся мордой ему в плечо. Старик обнял его за шею, прижался лбом к теплой гриве и едва слышно сказал: «Спасибо тебе, родной. Иногда нас спасают не самые сильные и не самые грозные. Иногда домой нас выводят именно те, в кого когда-то не верил никто, кроме нас».